Привет, друзья! Я заметила, что прошлое мое видео с узором для носков имело успех. Так что я решила записать еще одно видео. Точно так же я нарисовала схему и добавлю ее внизу в описании. Итак, вот я нарисовала схему этого рисунка. Получается у нас раппорт 30 петель. Я буду вязать на 30 петлях. Буду двойной рисунок вязать. Здесь 30 и здесь 30. И высота этого раппорта 12 рядов. Вяжем мы через ряд, то есть в нечетном ряду делаем изменения, а четный просто провязываем. Значит, 1, 3, 5, 7, 9, 11, там, где мы делаем изменения. Для начала, вроде бы все просто. Еще по условным обозначениям, дырочки это те иглы, которые нам нужно освободить, чтобы получился рисунок, то есть пустая игла. Это 2 петли с наклоном вправо, это 2 петли с наклоном влево, и это изнаночные петли. Все остальные у нас будут идти лицевыми. Не забываем, что смотрим мы, когда вяжем, на изнанку, а на самой схеме всегда изображают лицо. Просто напоминаю. Ну, вроде бы все просто. Делаю наборный ряд. Я буду вязать всего на 60 петлях. И возьму еще по 5 краевых, просто для наглядности. Потом я расскажу, что это за разметка у меня. Так я делаю набор обвития. Так, вот я сделала набор. Вдеваю в каретку. И провязываю первый ряд. Всего я провяжу 10 рядов, просто для красоты. А потом начнем уже делать рисунок. И начинаем формировать рисунок. Значит, так. Переставляем 3 петли на крайнюю иглу, 2 соседние на крайнюю. И с этого края раппорта тоже 2 соседние на крайнюю. И во втором раппорте, естественно, мы делаем то же самое с 2 соседних на крайнюю и с 2 соседних на крайнюю. Вот давайте это сделаем. Так. И здесь на крайнюю. И здесь также с 2 соседних на крайнюю. Так, это сделали. Теперь от середины к краю у нас будут перемещаться эти дырочки.
первом ряду, который мы сейчас вяжем, нам нужно освободить 12, 14, 17, 19 иглы. Давайте 12, 14. 12, 14. Вот сдвигаем все петли на свободные. Это получается у нас передвигаем через 2 иглы. У кого есть декер побольше, используйте его, потому что это будет куда быстрее. Так, а я же переставляю на этой стороне. Значит, мне надо 17, 19. 17. Вот она. И 19. Я так разогналась. Потом нужно будет перевесить грузы, потому что у нас изменится здесь натяжение. Петли как бы будут собираться к одному участку. 17, 19. Вот они, 17, 19. Вот они, 17, 19. И с этой стороны 12, 14. Перемещаем их. И 2 петли остается между ними. Так, с этой стороны все понятно. И точно так же здесь, 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 здесь. Вот. Их надо освободить. Семнадцатая, 19. Это 16. Так, вот. 16. А, да, все правильно. Правильно, что правильно? 17. А, 12, 14. На этой стороне 12, 14. 12. То не туда пошла. 14. Вот. Вот. Между ними 2. Дальше между ними будет 4, 6, 8, 10, 12. В принципе, легко запомнить и несложно повторить. Вот я вам показываю, что изменяется натяжение, вот сюда начинают собираться петли. И чтобы не было непровязов, я повешу еще грузики здесь. Здесь. В общем, в тех местах, вот, где собираются петли.
я вешаю грузики. Это у нас был первый ряд. Почему мне показывает 11? Первый. И теперь провязываем второй. Проверяем натяжение. Второй. Проверяем, все ли провязалось. Все провязалось, все хорошо. Третий. Третий ряд формируем точно по такому же принципу. То есть мы сдвигаем на крайние петли. Не сдвигаем, а мы переставляем на крайние петли по 2 петли. То есть вот раз, и это тоже сюда. Раз, и это тоже сюда. Так. И тут вот раз, сюда. Два, тоже сюда. Вот. Передвинули. Теперь между этими двумя, между половинками раппорта должно быть 4 петли. То есть вот. Можно даже вот, я думаю, для удобства вот так вот выдвинуть эту серединку. Мы уже в процессе найдем, как будет удобнее. Я по-всякому пробовала. Вот это я пробую первый раз, просто выставлять петли, выставлять иглы. Что ж такое? Я путаю иглы и петли. Думаю об одном, говорю другое. Смотрю на иглы, говорю петли. Так. И вот от этих вот игл мы переставляем все к краям. Через 2 иглы, не забывайте, через 2. Здесь у нас получается, нужно освободить 17-ю и через иглу 19-ю. Сверимся со схемой. Итак, у нас получается тут, вот она, 18-я, 20-я и 13-я, 11-я. Правильно? 13-я, 11-я. Ну, все правильно. Вот, я нашла способ, как можно не подсматривать постоянно в схему, а уже сразу на машине разобраться, что к чему. Так, между ними должна быть одна. И сюда тоже передвигаем. Так, здесь получается, ага, здесь тоже передвигаем. Возвращаем сюда. Так, проверяю. Угу, все хорошо. Теперь здесь делаю то же самое. Сдвигаю к краю. Это возвращаю сюда. Так. И здесь. Натяжение уже шалит. Шалит. Надо что? Еще один грузик повесить? Пока не хотелось бы. Так, куда я переставляю? Ага, все правильно.
Надо постоянно себя контролировать и спрашивать, а что я, собственно, делаю? Потому что можно задуматься, навязать очень интересные дырочки, но не то, что надо. Ну вот, получается, вот, здесь все переставила, все переставлено, все хорошо. Теперь провязываю 4-й ряд и следом за ним 5-й, который буду формировать. Я сразу проверяю, все ли хорошо провязалось. 5-й ряд. В 5-м ряду абсолютно точно такой же принцип, только у нас было 4 петли между половинками раппорта. Сейчас у нас будет 6. Вот так. Делаем все то же самое. Переставляем петли к краям. Обязательно их не теряем. Так. Все переставила, проверяю. Хорошо. Теперь, значит, надо освободить. Получается, это 19, 21, 10 и 12. Просто для самоконтроля. 10, 12, 19, 21. Все правильно. В принципе, схему можно и не смотреть. Проверю, идет ли съемка. Тикают часики, значит съемка идет. Так, тут я переставила.
Так, проверяем. Всегда проверяем. Я буду занудой и буду постоянно повторять, что проверяю, надо проверять, обязательно смотрите. Посмотрите на свой рисунок, правильно ли расходятся эти колоски. Они должны расходиться в сторону. Потому что потом будет мучительно больно. Придется все распускать и перевязывать, переделывать. Лучше 100 раз проверить, да, это медленно, да, это долго. Но лучше потратить, например, там, полчаса на этот рисунок, чем вы потратите, допустим, там, 20 минут, не проверив, сэкономив на проверках, а потом это еще 10 минут распускать, а потом еще опять вязать. То есть получается уже не полчаса, а сколько? 50 минут. То есть себе дороже. Провязываю 6-й ряд. Проверяю, все ли провязалось. Потому что тут такое спорное натяжение, что лучше проверять. И провязываю 7-й. И формирую его. Значит, в предыдущем ряду у нас было между половинками 6 игл. Теперь будет 8. Вот, 8, да? Да. И здесь. Так, правильно? 8. Прекрасно. И, как всегда, переставляем 2 петли на крайнюю. Можно попробовать сразу делать. Вот. С одной частью распрощались, с другой, с третьей, с четвертой. Может быть, так оно будет быстрее. Давайте попробуем. Не нужно возвращаться постоянно туда-сюда. А сразу же делать. Проверю еще раз. 7-й ряд. Правильно? 7-й. У нас морской бой просто. 7-й, 20-й. 20-е, 18-е. 20-е, 18-е. Чудесно. Вот они. Свободные. Я надеюсь, что это видно все на камеру. И здесь. Я думаю, что тут сложно забыть переставить эти краевые петли. Передвигаем сюда. Опа-па. Ускакала у меня. Ускакала петелька. Ускакала. Я ее поймала, кажется. Надо подцепить чем-то. Так. Сейчас мы ее поднимем. Так. И это сюда. Вот она. Раз. Все, поймала. Фух. И переставляю.
Да, кажется, так гораздо быстрее. Ну, отлично. Проверяю еще раз. Так, эти свободные, эти свободные, эти свободные, эти свободные. Провязываю. Это я провязала 8 ряд. 9 теперь. В 9 ряду было у нас между половинками 8 игл или петель. Теперь будет 10. Так, так. Выдвигаем. Я выдвигаю 2 там, вот, где я размечала, и еще по 4 с каждой стороны. Раз, раз. Вот. В принципе, тот же принцип. Я не устану это повторять. И теперь 11 ряд. Было у нас 10. Теперь между половинками будет 12. Выдвигаю 2 и еще по 5. И 5. Хорошо. 12 тут, 12 тут. И делаем все опять то же самое.
Сел мой свет. Ладненько. Ничего не сдвинулось? Нет, вроде бы. Ничего, у меня тут остановилось. Эту часть я сдвинула. Кажется, нужно сдвигать эту. Так, вот я все сделала. Эти свободны, эти свободны, эти свободны. Натяжение вроде бы нормальное, все провяжется хорошо. Это был 11-й ряд. И сейчас будет последний 12-й просто провяз. Вот, собственно, так, я прошу прощения. Я вошла в раж и начала цеплять камеру. Вот что у нас получается. Вот эти колоски. Вот они. Прежде чем я продолжу самостоятельно, провяжу, может быть, еще 3 повтора, наверное, не знаю. Хочу посоветовать поменять декеры на декеры побольше. Желательно, чтобы у вас был такой декер. Вы потом просто будете менять количество игл. И все. И вам не нужно будет... Что не нужно будет? Не нужно будет, во-первых, брать постоянно другой декер. Вам как раз нужен на одну... Как это называется? Как они называются? Выглядят они мне как иглы, но это не иглы. Двухушковый, трехушковый, да, получается, это одно ушко, а это 7 ушек. В общем, прямо здесь будете менять количество этих ушек, и все. Ну и я провяжу и встречусь с вами позже.
Я еще раз позволила себе поменять наклон камеры, а вы мне уже подскажите, с какого ракурса лучше всего снимать, лучше всего видно. Значит, я уже подняла все петли, которые нужно было поднять. И вот сформировался рисунок, который нам, собственно, и нужен. Теперь остается, для моих целей я провяжу еще 10 рядов и сниму с машины. После того, как я сниму с машины, я проведу ВТО. Наверное, стирать я все-таки не буду, а просто хорошо-хорошо отпарю. И покажу вам, что получилось. Ну что, я довязала этот узор. Вот что получается.